Конечно, на фоне разворачивающегося энергетического кризиса, вызванного неспровоцированной агрессией коалиции Эпштейна против Исламской Республики Иран, самые ожидаемые новости о событиях, связанных именно с ним. Нефть, газ, СПГ, удобрения, продукция химической отрасли, котировки, дефицит, новые дискриминационные меры, их временная отмена – вот это вот все. Но я бы предложил задуматься немного о другом. Действия Нетаньяху и его непосредственного подчиненного Дональда Трампа, помимо всей их бесчеловечности, это еще и весьма своеобразная реклама атомной отрасли. Есть атомная электростанция в стране, значит, удар по экономике страны имеет дополнительную защиту от невероятной волатильности цен на первичный энергетический ресурс. И, конечно, не был бы столь политкорректен, что меня хоть вбить на работу бери. Я бы добавил и вторую часть формулы. Обладаешь собственным ядерным оружием, живи и работай спокойно. Не владеешь, жди в гости пасынков Эпштейна. Но я-то политкорректен, чтобы об этом напоминать ни в коем случае, и Ким Чен Ын меня в этом поддерживает. А если без иронии, то передовая мировая общественность с рукопожатными лицами сейчас воочию наблюдает, как действует непреложная истина. Любой ресурс или товар важно не только добыть или произвести, но и иметь возможность доставить его до конечных потребителей. Больше того, как выясняется, отсутствие или перекрытие торговых путей приводит к тому, что возможность добывать, производить скукоживается. Но нет у стран Персидского залива крупных подземных хранилищ газа. Закончились у них все свободные емкости под нефть и нефтепродукты. Криогенные емкости под СПГ тоже закончились. Значит, нет возможности продолжать добывать углеводороды. И вся армада судов, танкеров нефтеналивных и танкеров под СПГ и сжиженные углеродные газы своим владельцам приносят не прибыль, а убытки. И позволю себе напомнить, как обстоят дела с обеспечением ядерным топливом атомных энергоблоков. Если не считать первой загрузки, то на год работы реактора мощностью 1000 мегаватт требуется всего около 20 тонн тепловыделяющих сборок. А такой объем можно, пусть и не очень комфортно, но доставить даже авиасообщением, не обращая внимания на закрыто-открытое и разблокированное проливы. Так что Дональда Фредовича можно считать новоявленным рекламным агентом мировой атомной энергетики. Вот о ней предлагаю поговорить в очередной раз. Но сегодня не о том, как она развивалась, а о том, что с ней происходило за последние полгода. Причем не только в России, но и в иных царствах-государствах, где она развивается более медленными темпами, но на месте тоже не стоит. Разумеется, ни о каком реальном атомном ренессансе речь не идет. Это не только мое личное мнение, но и оценка реальной ситуации главой Департамента атомной энергетики МАГАТЭ Михаилом Валентиновичем Чудаковым, высказанная вслух в студии нашего скромного проекта «Геоэнергетика Инфо». Тем не менее, кто такой и где у нас порой что-то доделает. Причем не только на бумаге, но и в железе. Росатом сегодня вне конкуренции, с этим не поспоришь. Но это отнюдь не значит, что никто не строит планы в эти конкуренты выйти. С одной стороны, это не так уж и плохо, поскольку наличие реальных конкурентов для лидера – это дополнительный стимул не расслабляться. С другой, мы ведь прекрасно знаем, что эти потенциальные конкуренты нечистоплотные методы использовали и используют постоянно. Потому ухо держать востро надо вдвойне. И, кроме того, анализировать ситуацию в мировом атомном проекте нужно максимально объективно, стараясь не опускать важных событий и новостей, поскольку осведомлен, значит вооружен. Не претендую на скрупулезную подборку всех фактов, их слишком много для одной передачи, потому готов к любым дополнительным вопросам с вашей стороны, уважаемые зрители и слушатели. Ну и, конечно, я слишком пристрастен, чтобы даже пытаться рассказать обо всем в одной передаче. Что-то лично мне кажется очень интересным, на чем стоит остановиться подробно, что-то окажется просто сухой констатацией фактов. Ролик, как вы, уважаемые зрители и слушатели, понимаете, для меня экспериментальный, так что и отсутствие заинтересованности с вашей стороны тоже со счетов сбрасывать не приходится. Очень рассчитываю на обратную связь, на вопросы и замечания. И единственное, о чем прошу, пожалуйста, не забывайте, что я всего лишь наблюдатель со стороны. Доступа ко множеству коммерческих и иных тайн не имею. Бухгалтерские отделы компаний и корпораций передо мной не отчитываются. Разведки и прочие спецслужбы вместе со следственными органами никаких государств на меня не работают. Потому вопрос про скандалы, интриги и расследования писать не утруждайтесь, не отвечу. Европейская новость, пусть и не совсем декабрьская. 30 ноября 2025 года в Бельгии был окончательно отключен из сети блок номер 2 атомной электростанции «Доэль» мощностью 433 мегаватта, проработавший 50 лет. Это для Бельгии уже пятый по счету окончательно остановленный атомный энергоблок. В строю остается всего два, самых новых и самых мощных. 4-й блок на атомной электростанции «Доэль» и 3-й блок на атомной электростанции «Тианж». Оба мощностью чуть больше 1000 мегаватт, и оба были введены в эксплуатацию совсем недавно, в 1985 году.
Бельгия – одна из стран-закоперщиц зеленой энергетики. В 2003 году здесь был принят такой же закон, как в Германии. Пусть действующие атомные блоки работают, пока не закончится проектный срок, а потом затворяем двери, досками их крест-накрест забиваем и забываем. Но, в отличие от Германии, в Бельгии вариант «понимаем, что ведем себя как идиоты, но ведь в законе написано» не прошел. В 2023 году закон о постепенном отказе от атомной генерации взяли, да и отменили. И теперь в планах правительства продлить срок эксплуатации действующих блоков до 2045 года, вернуть в работу еще 2000 мегаваттника и к 2050 году построить 4 новых крупных реактора, заодно подключившись ко всем перспективным проектам атомных станций малой мощности. При этом продление сроков работы, вывод из останова должны пройти при государственной поддержке. В Брюсселе понимают, что после 40-летней паузы частные компании с такими серьезными планами справиться не могут по определению. Зеленая романтика кончилась. Бельгия намерена вернуться к здравому смыслу. Своих месторождений нефти и газа нет, ветер и солнце стабильности не дают, ничего другого в качестве надежной базовой генерации, кроме атома, не подходит. Но пока это только план, не более того. В 80-х годах атомные реакторы в Бельгии строились совместными усилиями с французскими атомщиками в составе консорциума Фрам-Ацес, в состав которого входили Фраматом и бельгийские Ацес-Кокрейли. Технологии были предоставлены французами, но я бы предложил не забывать, что Фраматом – это аббревиатура, составленная из слов «Франце», «Америка» и «Атом», которые передавались реакторные технологии от компании Westinghouse. В Европе любят генеалогические древа. Вот в их стиле получается американский дедушка, французская мама и бельгийские детки. В 80-е годы прошлого века с этой наследственностью все было в полном порядке. А вот получится ли войти в эту реку дважды, покажет только время. Практически одновременно с событиями в Бельгии друг за другом пришли две новости с противоположной стороны Евразии. 17 декабря прошла церемония заливки первого бетона фундаментной плиты реакторного здания блока номер 6 атомной электростанции Нинде в провинции Фуцзянь, Китая. Строительство ведет одна из государственных корпораций Китая – China General Nuclear Power Group, ЦГН. Блок возводится на базе флагманского для атомной энергетической отрасли Китая реактора HPR-1000, он же «Дракон-1», он же «Хуалонг-1». Всего через 5 дней, 22 декабря, в провинции Гуанси церемония заливки первого реакторного бетона прошла на блоке номер 1 атомной электростанции Байлун. Это уже корпорация СПИК, State Power Investment Corporation, которая в свое время была создана специально для перенятия американских технологий от Westinghouse. Блок строится на базе реактора CAP-1000, китайской локализованной версии американского реактора AP-1000. Поступательные шаги Китая наглядны. Все три его государственные корпорации работают без остановок, выводя и реакторостроение на конвейерный уровень. Был не очень понятный момент, когда головная, старейшая в стране корпорация CNNC, China National Nuclear Corporation, разрабатывала свой вариант проекта реактора «Дракон-1», и одновременно этим же занималась и CGN. Как знать, что было бы дальше, если бы события происходили в сугубо капиталистической стране? А вот в Китае ЦК Компартии навел порядок быстро и решительно. Корпорации получили приказ объединить проекты в один, который и стал теперь для Китая флагманским. Это ведь только по мнению нашей Федеральной антимонопольной службы. Конкуренция – священный грааль нашего времени, поскольку только конкуренция, дескать, является двигателем прогресса. А вот в реальной жизни все куда как не столь однозначно. Собрать в единый организационный кулак не только специалистов, но и производственные мощности атомного машиностроения, приборостроения, и объединить усилия материаловедов с целью добиться и снижения смет на строительство АЭС, и скорости их возведения, оказалось куда как выгоднее и рациональнее. На всякий случай напомню, что Китай свою первую АЭС построил чуть-чуть позже, чем первая АЭС в Обнинске. В СССР в 1954 году, а вот первый атомный энергоблок в Китае припозднился. Чуть-чуть. АЭС в Обнинске в 1954 году, а первый блок атомной электростанции Циншань в провинции Чжэцзян в 1991. Отставание в четверть века. А на сегодня по числу строящихся блоков поколения 3+, Росатом и трио китайских атомных корпораций идут ноздря в ноздрю. По разным методикам учета, в мире на сегодня строится 75 атомных энергоблоков, из которых 30 возводит Росатом и ровно столько же китайское атомное трио. Остальные – это Франция, Южная Корея, немножечко Англия, имеются румынские и индийские партизаны.
Иран успел начать подготовительные работы на площадках под реакторы собственного проекта, возвращая в строй свои реакторы Японии. Но весь этот разношерстный коллектив – это 20% от общего числа. Говорить о том, что Китай догнал и вот-вот перегонит, не очень корректно по простой причине. По китайским технологиям за пределами Китая строится 0 блоков. Российский атомный экспорт – 22 блока. И это не про статистику, поскольку строить у себя дома и строить за рубежом – это реально совершенно разные уровни инженерной, конструкторской, организационной работы. Росатомом мы гордимся по праву, и то, что он признан абсолютным лидером – просто факт. Но атомная отрасль удивительна тем, что ей полезно и международное сотрудничество, и конкуренция, востребованное и то, и другое одновременно. Впрочем, об этом чуть позже. Одна из многих причин скорости развития атомного проекта Китая – отсутствие накопленного энергетического ядерного наследия. Китаю пока еще не надо думать о выводе старых атомных электростанций из эксплуатации. У него старых АЭС просто нет. А у нас есть. И в декабре прошлого года это было, очевидно, заметно особенно ярко. 30 декабря была окончательно остановлена работа Билибинской атомной электростанции. А 31-го, буквально под бой курантов, был синхронизирован с единой энергосистемой России и выданы первые киловатт-часы с первого блока Курской атомной электростанции 2, база которой является самый мощный реактор России ВВР ТОИ. Смена эпох сконцентрировалась в одни сутки. Атомная электростанция Билибина, 4 реактора ЭГП-6, энергетический, гетерогенный, петлевой, 6 штук. Безо всяких натяжек. Первая в истории мировой атомной энергетики атомная электростанция малой мощности. Вот только это были реакторы второго поколения. Уран-графитовые, которые после Чернобыльской катастрофы стали закрытыми навсегда проектом. Но атомная электростанция Билибина, 48 мегаватт электрической мощности и 260 мегаватт до 52 гигакалорий в час тепловой мощности. Четверть века в когенерационном режиме, маневрируя теплом и электроэнергией, в изолированном районе, вся жизнь которого от АЭС и зависела в самом буквальном смысле этого слова, поскольку при минус 50 остался без тепла. Это 0 шансов выжить. Уникальная станция, уникальный проект, уникальная биография. 50 лет, с 1974 по 2025 год, на вечной мерзлоте, с полярной ночью, с суточным маневрированием мощностью и 15 дополнительных лет работы поверх проектного времени эксплуатации. Про Билибинскую АЭС можно рассказывать, пожалуй, часами, если это, конечно, интересно вам, уважаемые зрители и слушатели. Но сегодня не о том, что было, а о том, что Росатому сделать предстоит. Вывести из Билибина все накопленное облученное ядерное топливо, полностью демонтировать станцию до уровня не ниже коричневой лужайки. Вот там, за полярным кругом, со всеми его климатическими особенностями и условиями. И опыт, который будет получен, не просто в стол, поскольку уже идет подготовка к строительству атомных станций малой мощности в изолированном районе Якутии. Да, ритм 200 – это уже водоводяной реактор поколения 3+. Ему работать от 60 до 80 лет. Но так называемый бэкэнд, что на русский переводится как «убери за собой планету», не менее важен и значим, чем строительство и эксплуатация новых АЭС. Нам об этом дают минимум информации. Красную ленточку не перережешь, высокое начальство не позовешь, журналистов без этой атрибутики вообще не дождешься. У бэкэнда есть собственная идеология. Природе допустимо вернуть радиации ровно столько, сколько ее у нее забрали при добыче урановой руды, и не на один рентген больше. Для этого требуется очень сложная технология, а их предстоящая проверка севером, с большой буквы, самый жесткий экзамен, какой только можно изобрести. Справится Росатом с демонтажом Билибинской АЭС, значит, в более обжитых районах точно будет получаться. Вывоз облученного топлива и демонтированное оборудование из Билибина на, допустим, производственное объединение «Маяк» только после доставки этих грузов на берег моря. И далее по Северному морскому пути. Удивительно, но в этом случае реализовать такую транспортную операцию Росатому поможет проект строительства плавучих АЭС для горнодобывающей отрасли. Напомню, что там же, на Чукотке, идет подготовка к разработке и дальнейшему освоению Баемского медно-золотого месторождения, для чего Росатом уже приступил к строительству сразу 4 плавучих атомных электростанций. 3 из них будут постоянно работать в новом порту, который предстоит построить в бухте Наглюйнгын Чукотского моря, который предстоит соединить автомобильной дорогой с Баемским ГОКом, маршрут, который пройдет рядом с Билибинской АЭС. 4-й плавучий энергоблок дополнительная, работа которого будет необходима во время смены ядерного топлива и проведения планово-предупредительных ремонтов. Такая вот удивительная арктическая история.
Для завершения демонтажа малой АЭС второго поколения на помощь придут сразу 3 малых плавучих АЭС на базе реакторов «Ритм-200», которые относятся уже к поколению 3+. И мне очень хочется верить, что этот опыт будет востребован. Арктика огромна. Проектов, аналогичных и превосходящих проект Баимского ГОКа, здесь можно разработать множество. Собственно, первый из них уже, пусть и не быстро, но постепенно подходит к реализации. Я имею в виду атомную станцию малой мощности в составе 2 блоков «Ритм-200Н» для разработки месторождения золота и олова в Якутии. Ну, о малых реакторах, а теперь уже целом семействе реакторов «Ритм-200», «Ритм-200С» и «Ритм-200Н», о перспективах реакторов «Ритм-400» не сегодня, и только в том случае, если это интересно. Реакторы ВВР «Тоя», первая пара которых будет работать в составе Курской атомной электростанции, могут, да и должны стать серьезным шагом вперед для Росатома. Когда СМИ упоминают о ВВР «Тое», то чаще всего вспоминают о том, что это мощнейший реактор из всего семейства ВВР, водно-водяных энергетических реакторов. 3300 мегаватт тепловой и 1255 мегаватт электрической мощности против 3200 и 1200 мегаватт у реактора ВВР 1200. На самом деле, куда важнее и интереснее каждая из букв аббревиатуры. Водоводяной энергетический реактор. Типизированный, оптимизированный, информатизированный. И основное – это как раз буква «Т» – типизированный. В связи с чем на официальном сайте АМ-технологии красуется вот такая информация. Преимущество перед ВВР 1200 на 20% ниже стоимость строительства. Лихие пиарщики, к моему личному огорчению, прорываются и в атомной отрасли. Видно, время такое. 20% стоимости – это предположение, цель, а не свершившийся факт. А о том, что из этого плана получилось, расскажут аудиторы, причем не после ввода в эксплуатацию первого блока, а где-то так после 3-4 блоков. Идея типизации. Проект должен быть таким, чтобы корректировка под конкретную площадку требовала не более 10% изменений и дополнений. Только в этом случае проявляется эффект стандартизации. Мне кажется, что бояться этого слова не стоит. Единый комплект оборудования дает возможность разработать для всех поставщиков стандартное техническое задание. А этим предприятиям, в свою очередь, довести технологические линии и производственные процессы до оптимума не только с технической, но и с экономической точки зрения. Стандартизированный проект – это еще и строительное решение, максимально повторяющееся из раза в раз, что тоже ведет к снижению всех расходов. Размещая презентацию о реакторе, позволить себе какие-то слова про стоимость строительства, слова про то, что эксплуатация будет на 10% ниже в сравнении с ВВР 1200. Это пиар в чистом виде, бессмысленный и беспощадный. ВВР ТОИ – это попытка создать не просто реактор, а стандарт. Цель была не столько поднять электрическую мощность с 1200 до 1255 мегаватт, сколько, двоеточие, максимально типизировать проект, сократить объем перепроектирования под каждую площадку, унифицировать оборудование и строительные решения, сократить сроки лицензирования и строительства и получить серийный продукт. Получилось добиться всего этого или нет, можно проанализировать. Казалось бы, вот теперь, когда в мае первый блок Курской атомной электростанции 2 вышел в уже промышленную эксплуатацию. К сожалению, нет. Непредвзятый аудитор, который возьмется за проверку финансовой отчетности строительства блока номер 1 Курской АЭС-2, может получить не 20% снижения цены, а даже ее рост. Вот только вины Росатома в таком результате точно нет. Вести строительство в условиях боевых действий, развернувшихся в Курской области, когда стройплощадка находилась под ударами БПЛА, когда требовалось кратно увеличивать физическую охрану и, подозреваю, вводить внеплановые перерывы и переносы, это не про реализацию проекта нового реактора. То, что в этих условиях Росатом и его подрядчики сумели не сорвать график, реальный подвиг, если называть вещи своими именами. Простите, отвлекся. Ряд особо красочных эпитетов в адрес киевского режима тоже пропущу, хотя и очень хочется. ТОИ. Буква О. Оптимизированный. В одной букве сразу 2 инженерных философии, так скажем. Давайте сразу на примерах, так проще. Традиционно теплообменное оборудование на атомной электростанции, подогреватели воды, деаэраторы, сепараторы, паропереливатели и прочее выстраивались длинной цепочкой вдоль машинного зала. В проекте ВВР ТОИ схема, где часть этого оборудования размещена рядом, параллельно. Зал стал короче, а это не только снижение строительного объема, но и сокращение длины трубопроводов. Их у АЭС сотни километров. Это сокращение длины кабелей, а тут счет идет уже на 1000 километров. Это одна сторона вопроса.
Вторая. При этой оптимизации нельзя забывать такое волшебное слово, как ремонтопригодность. Если для смены насоса номер 1 придется предварительно снять насос номер 2, а перед ним еще и насос номер 3, потратив на это кучу времени, то это выигрыш в оптимизации строительной, но нарушение оптимизации эксплуатационной. Классика жанра. На одном из китайских блоков AP-1000 возникла необходимость поменять главный циркулирующий насос. И выяснилось, что для этого необходимо разобрать чуть ли не весь реакторный зал. Росатом не особо освещал эти моменты, но, насколько мне известно по непроверенным слухам, при проектировании ТОИ этому уделялось очень большое внимание. Это я для краткости. А если серьезно, то эксплуатационная оптимизация требует доступности оборудования, возможности демонтажа, наличия транспортных коридоров и монтажных проемов. Насос снял, а он дверь не проходит. И новый сквозь нее тоже не входит. Наличие ремонтных площадок. Но, на мой личный взгляд, главное в букве «О» в случае ТОИ впервые созданная в России тихоходная турбина. Ну, как тихоходная? 1500 оборотов в минуту. Но в сравнении с традиционной быстрой в 2 раза меньше оборотов. Тихоходная турбина за счет удвоения количества полюсов генератора. А это требует большей массы, то есть как бы дополнительный расход. Но он более чем просто компенсируется. КПД быстрой турбины ВВР-1200 – 37,5%. КПД тихоходной – 38,0%. Мелочь? Но мощность-то огромна. Потому и выигрыш получается 16,5 мегаватт электрической мощности дополнительной. Фактически дополнительная газовая турбина. Меньше скорость вращения, меньше нагрузки на металл, меньше уровень вибрации в машинном зале. И это тоже не мелочь. Из таких мелочей складывается возможность продления срока эксплуатации после проектных 60 лет на дополнительные не 20 лет, как в случае ВВР-1200, а уже на 40 лет. Поэтому тот факт, что силовые машины сумели разработать проект такой турбины и реализовать его в металле, турбины для атомной электростанции, не менее значимым, чем все успехи этого замечательного завода по выпуску газовых турбин большой мощности последнего поколения. Пусть совсем уже запоздало, но присоединяюсь к поздравлениям легендарного Силмаша. Порох в их пороховницах не только наличествует, он еще и отменного качества. Буква «О» на этом, конечно, не заканчивается. Стало меньше сварных швов в крупногабаритном оборудовании, в том числе и в корпусе реактора. А значит, снизились риски радиационного охрупчивания. Выросли шансы на те самые дополнительные 40 лет эксплуатации. Стало чуть глубже выгорание ядерного топлива. Из урана вышелушивают больше энергии. Следствие. Чуть продолжительнее стала топливная сессия, время между перегрузками ядерного топлива. Чуть реже будут необходимы планово-предупредительные ремонты. Уменьшатся вынужденные приостановки работы реактора, вырастет коэффициент использования установленной мощности. Таких небольших улучшений и оптимизации больше, чем я успеваю сегодня рассказать, но к вопросу, надеюсь, вполне готов. ТОИ. Буква «И» самая незаметная для красивых презентаций и рекламных буклетов. Если коротко, то при разработке ТОИ была поставлена задача создать его цифровой двойник, цифровую модель, которая будет его сопровождать всю жизнь, все 100 лет. Проектировщик создал цифровую модель, производители оборудования и строители работают именно с ней. Эксплуатационщики работают именно с ней. Все данные по планово-предупредительным ремонтам и возможным модернизациям вносятся именно в нее. Вывод из эксплуатации в идеале тоже будет опираться на нее. ТОИ сам будет помнить все ремонты, все смены топлива, все замены оборудования, подсказывая эксплуатационной компании, что и когда необходимо будет ремонтировать, у кого из производителей заказать необходимое оборудование или запчасти к нужному сроку. Насколько эти возможности будут ценны лет так через 50, когда заведомо уйдут на пенсию проектировщики, строители и первая дежурная смена, можете прикинуть самостоятельно. Мое личное мнение, буковка «И» с каждым годом эксплуатации, с каждой новой партией свежего топлива, с каждым ремонтом будет все более и более ценной. Вот на этом про ВВР ТОИ, пожалуй, и все на сегодня. Остается только напомнить, что первый блок Курской атомной электростанции номер 2 – это первый ВВР ТОИ. И вот сегодня настает время для проверки всех идей его разработчиков и конструкторов сугубо практически. Отчеты наверняка появятся. Но будут ли они доступны и будет ли возможность рассказать о них нескучным инженерным языком, время покажет. Да, что-то я уже понимаю, что таким темпом рассказать о всех событиях в атомной энергетике за последние полгода не получится. Но что поделать? В декабре прошлого года был примечателен еще одной новостью из Европы. Но, как ни удивительно, новость была не про остановку очередного атомного блока и не о том, что в очередной раз выросла смета и ушли вправо сроки строительства блоков ЭПР на атомной электростанции Хинкли-Пойнт-Си в Англии, а нечто вполне позитивное.
Из Венгрии пришла новость о том, что у Еврокомиссии закончился весь мыслимый и немыслимый набор проволочек, позволявших откладывать начало строительства атомной электростанции ПАКШ-2. История весьма поучительна. Межправительственное соглашение между Россией и Венгрией было подписано 14 января 2014 года. Дата получения всех лицензий на возведение ядерного острова – конец ноября 2025 года. К Виктору Орбану можно и нужно относиться по-разному, помня о том, что он был и остается другом не России, а Венгрии. Но 11 лет борьбы с европейским крючкотворством, с судебным иском со стороны Австрии, с напором антироссийских рестрикций со стороны Евросоюза и США – поразительный образец здорового упрямства. Нет, это не было проявлением неистовой любви к Росатому. Все прозаичнее и брутальнее. Венгрия обеспечивает себя электроэнергией только на 80%. Венгрия не имеет выхода к морю, потому зависит от соседей не только в электроэнергетике, но и во всем, что связано с обеспечением что нефтью, что природным газом. Атомная электростанция ПАКШ без номера – первая. Это 4 реактора ВВР-440. Это ни одного инцидента по шкале ИНОС за все годы эксплуатации. И это 40% в балансе выработки электроэнергии. 2 реактора ВВР-1200 – это ликвидация зависимости по электроэнергии и совершенно новый уровень зависимости от логистики природного газа. Напомню, что если не считать первой загрузки, реактору ВВР-1200 необходимо всего 20 тонн свежего ядерного топлива на год работы. И никаких трубопроводов по территории других стран, никаких колебаний стоимости газа и прочих прелестей. В начале декабря 2024 года Росатом, как заказчик, и государственная компания Венгрии, 100% акций в собственности правительства, ПАКШ-2, Nuclear Power Plant Development Ltd, был окончательно согласован график выполнения работ. И вот специально для тех, кто, я уже слышу, заводит шарманку на тему «да за наши кровные деньги нам надо строить только у себя дома», давайте еще разок. Сумма контракта между ПАКШ-2 и Атомстройэкспортом – 12,5 миллиардов долларов, из которых 10 миллиардов кредит со стороны России. Условия кредита в этот раз секретными не являются. Максимальная сумма кредита – 10 миллиардов евро, до 80% стоимости проекта. Остальные 20% и все возможные превышения сметы за счет Венгрии. Процентная ставка. Во время строительства 3,95% годовых. После начала погашения ступенчатая схема. 4,5% на первую часть долга, 4,8% на следующую и 4,95% на оставшуюся часть. Сроки погашения после пересмотра соглашения в 2021 году. Начало выплат перенесли на 2031 год. Привязали к фактическому вводу блоков. Ставки при этом не изменились. Срок полного возврата – 21 год. Штрафные санкции. По опубликованным данным, просрочка более 15 дней влечет серьезные штрафные санкции. При длительной просрочке 180 дней российская страна получает право требовать досрочного возврата всей оставшейся задолженности. При этом сумма кредита самой Венгрии перечисляться не будет. Средства будут храниться на специальных счетах, и после подтверждения об окончании очередного этапа работы деньги будут перечисляться поставщикам напрямую. Насколько можно судить по открытым источникам, локализация производства общестроительных работ и производства оборудования в Европе и в самой Венгрии в пределах 40%. Это значит, что 60% от суммы кредита напрямую будут поступать предприятиям Росатома и далее расходиться по всей производственной цепочке. В переводе на русский человеческий 6 миллиардов евро будут влиты в реальный сектор экономики нашей страны без банковских кредитов, которые принято теперь платить нашим прекрасным коммерческим банкам. При этом все предусмотренные проценты по кредиту в 10 миллиардов долларов получать будет напрямую государственный бюджет России. Считать несложно, можно вообще усреднить до 4,5% годовых. Тогда это 450 миллионов долларов в год. 21 год – практически удвоение суммы, 60% из которой – платежи российским заводам. Это точно плохо. Тогда напомню, что венгерская компания будет оплачивать планово-предупредительные ремонты, которые для ВВР-1200 предусмотрены каждые 18 месяцев, оплачивать свежее ядерное топливо, оплачивать переработку обученного топлива, оплачивать подготовку венгерских специалистов в наших ядерных вузах, работу преподавателей в учебно-производственном комбинате, который для подготовки специалистов среднего звена Росатом традиционно включает в проект каждая экспортная АЭС. Филиалов российских ядерных вузов в Венгрии нет. Следовательно, будущие специалисты будут получать образование в нашей стране. Что это дает? Продолжение традиции достаточно плотного сотрудничества атомщиков России и Венгрии.
К примеру, на конференциях по безопасности реакторов ВВР, которые Гидропресс каждые 2 года проводит в Подольске, венгерские профи давно стали традиционными участниками, невзирая на все политические проблемы, создаваемые Евросоюзом. Строительство АЭС резко отличается от продажи нефти, кирпича и прочего. То, что я о нем рассказываю, наверное, можно называть атомной экосистемой. Самое мирное расширение сферы влияния России – научной, конструкторской, инженерной. То, что трудно пощупать руками, а потому даже зубом цыкать не получится, поскольку далеко не все измеряется деньгами. Господа вопильщики о всепропальществе, попробуйте задуматься обо всем сказанном, если, конечно, получится. И заодно попробуйте заметить, что ваша истерика по содержанию один в один совпадает с могучим рыком коллективного Запада. Россия должна быть изолирована. Ваша истерика не меняется ни на йоту, о чем бы ни шла речь. Поставлять газ в Китай – прекратить. Строить АЭС в Турции – прекратить. Поставлять нефть в Индию – прекратить. Вы уверены, что предлагаемое вами на пользу России? Если хронологически, то мы добрались до января 2026 года. Видимо, новогодние праздники сказались на многих. Крупных событий в атомной отрасли, казалось бы, не было. Но это только на первый взгляд. На самом деле, именно в этом месяце из плотного тумана показался нос огромного айсберга. Неожиданно для многих, в том числе и для меня. Помнится, каких-то лет 10 тому назад мне довелось написать самопальную сагу о Росатоме, которая, несмотря на название, была в основном посвящена технологии обогащения урана по содержанию делящегося изотопа уран-235 при помощи газовых центрифуг. Был в ней и рассказ о 3 попытках освоения покорения урановой иглы в исполнении американских атомщиков. Желающие, насколько я понимаю, могут найти текст этой самой саги о Росатоме на просторах интернета или в соответствующем плейлисте канала «Геоэнергетика Инфо». А я напомню в 2 словах, чем закончилась попытка номер 3. 11 июня 2011 года на обогатительном каскаде сверхкритических центрифуг AC-100, который был собран государственной на тот момент компанией USEC, US Enrichment Company, на площадке закрытого газодиффузионного завода обогащения в Пайктоне произошел, как потом официально напишут, инцидент. Если невежливо, а в лоб, то умельцы из ЮСЕК умудрились размолотить в хлам 6 центрифуг, что и похоронило переговоры руководства компании с Министерством энергетики о возобновлении государственного финансирования технологии центрифуг AC-100. Далее последовала приватизация ЮСЕК, и в 2014 году состоялось добровольное банкротство компании. Есть в законодательстве США такая процедура, призванная быть спасательным кругом для компаний, находящихся на грани полного краха и продажи смолотка. На смену ЮСЕК пришла компания «Центрус». Но ее попытка хоть как-то реанимировать проект, носивший название AC Technology Demonstration and Operations, результат не дала. 23 февраля 2016 года «Центрус», получив распоряжение Минэнерго, приступил к демонтажу каскада и дезактивации площадки в Пайктоне. На том 3-й этап борьбы за покорение атомной иглы и завершилось. Штаты, как государство, способное самостоятельно производить ядерное топливо для атомных электростанций, вышло из игры окончательно и бесповоротно. Каюсь, после этого я перестал следить за приключениями «Центрус», просто потому, что к атомным технологиям эти приключения отношения, в общем-то, и не имели. К тому времени закончился контракт в ОУНОУ, он же мегатонны в мегаватты, и «Центрус» подписал контракт с нашим техснабэкспортом, получив дистрибьюторские права на обогащенный урановый продукт на рынке США. Честно, это просто торговля, это не про атомные технологии. Ну, так мне в том 2016 году казалось. Оказалось, что казалось. Как-то вот недооценил я заокеанских мистеров. А они, как выяснилось, способны не только в бизнес. В 2019 году, в первую каденцию Трампа на посту президента США, Минэнерго, как выяснилось, завершила 3-летний тщательный аудит компании «Центрус», но не финансовый, а технический. Бизнес компании, в которой после 2014 года было полностью сменено ее руководство, отдельно, а технология центрифуг AC-100 отдельно. Или, если угодно, зерна от плевел, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вывод Министерской комиссии был однозначен. Технология имеет перспективы. Необходимо только полностью отказаться от предыдущей бизнес-схемы. Предложения со стороны этих неизвестных мне специалистов, не нашел ни одного открытого источника в адрес министра энергетики Перри, были весьма интересными. По их оценке, большинство из реально перспективных проектов атомных реакторов поколения 4, предложенных на тот момент НРС, Nuclear Regulatory Commission, государственным регулятором атомной отрасли США, основаны на использовании так называемого халео топлива.
Сейчас я у вас на глазах займусь переводом этого термина, причем буду делать это с максимально серьезным выражением лица. Готовы? HALEU – это High Assay Low Enriched Uranium. Высокообогащенный, низкообогащенный уран. Бред? Бред. Для той самой НРС все понятно. В их терминологии есть LEU – Low Enriched Uranium. Уран с содержанием изотопа урана-235 в пределах 20%. Более высокое содержание урана-235 по классификации МАГАТЭ – нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Государства, официально владеющие ядерным оружием, конечно, имеют полное право обогащать уран хоть до 93% по урану-235. Но использование такого чуда науки и техники в энергетических и исследовательских реакторах автоматически становится нарушением гарантии МАГАТЭ. Потому у госрегулятора США в ходу и второй термин – HEU – Highly Enriched Uranium, то есть уран с обогащением по урану-235 выше 20%. Вот и появился термин HALEU. Это уран, обогащенный выше 5%, но ниже 20%. Для американских атомщиков, для их регуляторов все на месте, все понятно. Тогда, чтобы термин имел физический смысл на русском языке, следует использовать более корректные наименования. Низкообогащенный уран с повышенным содержанием урана-235. Теперь все на месте, остается сформировать аббревиатуру. Получаем НУПСУ-235. Или, если использовать термин «высокое содержание урана», ВСУ-235. Тут кому как больше нравится. Так что вы уж простите великодушно, но остановлюсь на HALEU и отказываюсь считать это преступлением против русского языка. Приношу извинения за отступление, вернем к событиям в Штатах. HALEU топливо требует наиболее перспективные реакторы поколения 4 в самих Штатах. На его же использование предлагаются решения по реакторам 4-го поколения и в Европе. При этом производитель HALEU топлива в промышленных объемах на планете ровно один – топливный дивизион Росатома ТВЭЛ. Не претендую на истину в последней инстанции, всего лишь версия. По состоянию на 2019 год у Штатов не было собственных технологий по обогащению урана до традиционных 5%. Но на их территории уже работал обогатительный завод Urenco USA, построенный французской компанией Orano. Urenco – европейская компания, принадлежащая на равных правах правительствам Германии, Англии и Голландии. А французы имеют право использовать технологии этой компании, ну а американцы такого права вообще не имеют. Тем не менее, все перечисленные государства – это вассалы Штатов, участники НАТО и так далее. Так что в отношении 5% урана американцам особо волноваться не приходилось, даже в случае разрыва отношений с Росатомом. Напомню, на дворе был 2019 год. Антироссийские рестрикции были уже в ходу, но без ажиотажа, который последовал после февраля 22-го. Росатом уверенно продолжал поставки обогащенного уранового продукта. 20% от общей потребности компании-владельцев АЭС, как это было предписано американским законодательством. Свободная конкуренция по-американски выглядит именно так. Просто закон, определяющий квоту для конкретного поставщика, да и вся недолго. Впрочем, то, как эту квоту научились обходить, не нарушая закон, частная компания, владеющая АЭС на территории США, отдельная занимательная история, но о ней в следующий раз. Давайте просто зафиксируем. В 2019 году Минэнерго США, проведя технический аудит каскада центрифуг AC-100, сделал сразу несколько выводов. Технология перспективу дальнейшего развития имела, а вот бизнес-схема, разработанная некогда руководством ЮСОК, не годилась ни на что. Тогда же в правительстве Трампа первого, исключительно для краткости, поскольку проговаривать в первый президентский срок Дональда Трампа мне просто лениво, появился консенсус. Полная несостоятельность в технологиях обогащения урана должна быть ликвидирована. Вот только за какой уровень обогащения разумно было начинать борьбу? До LEU или до HALEU? И второй вопрос, не менее существенный для этой страны. Придерживаться ли и дальше столь же неукоснительного принципа неучастия государства в атомной энергетике? С вопросом номер 2 справились без особых угрызений совести по поводу предательства принципов либеральной экономики. В истории атомного проекта Штатов уже был период, когда строительством атомных электростанций занимались только частные компании. Но обогащение урана для дальнейшего производства топлива осуществляли только и исключительно 2 государственных газодиффузионных завода на площадках в Пайктоне и в Падьюке. Мощность этих заводов была действительно фантастической. Ее хватало для обогащения урана до оружейной частоты по всем программам Пентагона. Для всех 108 действовавших атомных энергоблоков США и для всех европейских атомных электростанций, как и для японских.
Заводы, обеспечивавшие ту самую ядерную гонку вооружений и полную монополию производства обогащенного урана для атомной энергетики всего коллективного Запада и примкнувшей к нему Японии. Славное было времечко, закончившееся в связи с появлением на мировом рынке обогащенного до энергетического уровня урана, условные 5% содержания урана-235, советского техснаб-экспорта, международное наименование «Тенекс», вооруженного той самой урановой иглой. Явился, не запылился, всю красоту поломал, вынудив закрыть оба газодиффузионных завода в связи с их полнейшей экономической несостоятельностью. Вернуться в ту же реку второй раз, сделав ставку на обогащение до уровня ЛЭО, да, имеет смысл. Пусть из тех 108 атомных реакторов в 2019 году в строю оставалось только 97 с дальнейшей тенденцией к сокращению. Но и объем обогащенного урана требовался серьезный, и зависимость от импорта составляла почти 70%, а оставшиеся 30% получали по чужой европейской технологии на Юренко USA. Но договориться о наращивании обогатительных мощностей с европейцами точно можно. За деньги, разумеется. Но при этом в Европе не было даже попыток создавать каскады центрифуг под производство халио. Зная уровень бюрократии Евросоюза и Англии, зная об их финансовых трудностях, о зарегулированности атомной отрасли, об уровне радиофобии, 2019 год – это бенефис Греты Тунберг и прочих адептов зеленой энергетики, Минэнерго Штатов сделала свой выбор в пользу халио. Если уж осваивать технологию газовых центрифуг, то сразу на уровне, который недоступен для европейской атомной отрасли, где только один конкурент – Росатом. Да, конкурентно бороться с Росатомом по халио в ближайшие лет 10-15 не получится. Но механизм антироссийских санкций в 2019 году был уже отлажен. Внести в рестрикционные списки Росатом, и вот она, вновь созданная топливная монополия на западном рынке, но уже для реакторов поколения 4. И в 2019 году, повторяю, Минэнерго США свой выбор сделала. В январе этого года администрация Трампа первого выделила около 115 миллионов долларов для возобновления работ в Пайктоне. В октябре-ноябре того же года произошла окончательная формализация соглашения. Министерство энергетики США подписало 3-летний контракт с компанией «Центрус», по которому последняя взяла на себя следующее обязательство – восстановить 16 центрифуг AC-100, чтобы создать из них демонстрационный каскад с задачей произвести от 200 до 600 килограммов гексафторида урана с обогащением в 19,75% по урану-235, то есть того самого халио. В документах Минэнерго задача формулировалась предельно просто – показать возможность производства халио на американской технологии обогащения. Как все это связано с январем 2026 года? Да напрямую. Решение Минэнерго США от 5 января сего года, если сократить его текст до минимума, выделить 900 миллионов долларов прямых государственных субсидий компании American Centrifuge Operations «Центрус» с целью создания промышленной мощности по производству халио-топлива на площадке в Пайктоне, штат Огайо. Выделить 900 миллионов долларов прямых государственных субсидий компании General Motors с целью создания промышленной мощности по производству халио на площадке в Падьюке, штат Кентукки. Выделить 900 миллионов долларов прямых государственных субсидий компании Arana Federal Services с целью создания новой мощности по производству ЛЭО топлива. Выделить 28 миллионов долларов прямых государственных субсидий компании Global Laser Enrichment с целью дальнейшей разработки технологии лазерного обогащения урана. Из совсем уж необычного. General Matter – это созданный в 2024 году стартап выходцами из SpaceX, Defense Innovation Unit и венчурного фонда Founders Fund, решивший повторить в атомной отрасли то, что SpaceX когда-то попыталась сделать в космосе. Зайти на рынок, где десятилетиями доминировали несколько крупных игроков, и построить новые мощности практически с нуля. Да мало ли в Штатах этих донов Педро, то есть стартапов. Не, такая формула не проходит, поскольку площадка в Падьюке – это первый в Штатах, в частности, и в мировом атомном проекте вообще газодиффузионный завод по обогащению урана в рамках Манхэттенского проекта. И именно эта площадка теперь в распоряжении стартапа General Matter. Занимательно, не так ли? И вот к какому неожиданному для самого себя выводу я пришел. Ровно 10 лет тому назад я написал цикл из 12 ироничных статей, которые мой приятель предложил назвать «Сага о Росатоме».
Для того, чтобы это самопальное творчество не сгинуло на просторах интернета, 5 лет назад эти статьи были превращены в отдельный плейлист на «Геоэнергетикий инфо». Ссылка на всякий случай будет прикреплена в описании. Последняя статья этой самой саги о Росатоме имела вот такой подзаголовок. «Заключительно ли?» Вопросительный знак. На сегодня эта заметка заключительная о центрифугах в США. Но вы уже видели, что упорство американцев, трижды пытавшихся освоить эту технологию, не дает никакой уверенности, что через какое-то время не состоятся новые попытки. Предугадывать повороты сценария атомного проекта – безнадежное занятие. Дата публикации – 30 мая 2016 года, если что. Сейчас уже окончательно понятно, что ответ на вопрос «заключительное ли?» отрицательный. Для того, чтобы аккуратно рассказать, объяснить, что происходит в атомных проектах России, Штатов, Китая, Индии, Казахстана, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, одного ролика, одной статьи точно не хватит. Не уверен, что достанет селенок, но продолжению саги о Росатоме быть. Понятия не имею, какого объема она получится, сколько времени потребует, но точно могу сказать, намного больше, чем на первую часть, поскольку она будет не про одну технологию, а про целую россыпь, да еще международную обстановку придется ведь учитывать. Время покажет. Но эту дорогу я смогу осилить только если эта затея интересна вам, уважаемые зрители и слушатели. Так что, как обычно, жду ваших комментариев и размышлений.